В этом видео я расскажу, как самостоятельно добраться до Берна на общественном транспорте и посетить 30 главных достопримечательностей Берна за один день, потратив 26 евро на то, чтобы сюда доехать. Вы получите обзор бесплатных достопримечательностей Берна с готовыми удобными маршрутами и с пошаговой инструкцией, чтобы легко их найти. А также я расскажу о ценах на еду и на билеты в те или иные музеи и дам обзор общественного транспорта в Берне. Таким образом, вы сможете легко ориентироваться в городе. Также я покажу, где есть бесплатные общественные туалеты в Берне. Поскольку Швейцария страна дорогая, как для отдыха, сюда в основном приезжают из ближайших стран и осматривают города Швейцарии проездом, так как цены на проживание в отеле варьируются от 100 швейцарских франков за ночь и выше. Удобнее всего посещать различные города Швейцарии на поезде. К примеру, чтобы добраться из Цюриха до Берна, цена проезда составит 25,5 швейцарских франков. Билет можно купить онлайн на официальном сайте или в автомате на любой из железнодорожных станций, либо же непосредственно в кассе вокзала. Приехав на железнодорожный вокзал Берна, можно сразу начать свою прогулку и осмотр первых достопримечательностей города, поскольку они расположены в пешей доступности от вокзала, поэтому прибегать к использованию общественного транспорта Берна по сути не понадобится, так как город небольшой и за день его всего можно обойти и пешком. Если же говорить про общественный транспорт в Берне, он представлен поездами, автобусами, трамваями и троллейбусами. На весь общественный транспорт действуют единые проездные билеты, то есть купив билет, неважно на каком виде транспорта вы будете ездить. Цена проездного билета зависит от количества пересекаемых зон. Берн относится к зоне с номером 100 и частично 101. Различают одноразовый билет, дневной проездной и билет на несколько поездок. Одноразовый билет в этой зоне обойдется в 4 швейцарских франка и 60 центов, а дневной проездной будет стоить 9 швейцарских франков и 20 центов, при помощи которого можно будет использовать весь общественный транспорт Берна в течение дня. Билеты можно купить как в автомате, так и онлайн на официальном сайте, который указан. Все ссылки я дам в текстовом документе в описании к видео. На каждой остановке есть расписание, где можно посмотреть часы работы городского транспорта, которые четко следуют расписанию. Но, как я уже ранее говорила, в случае, когда вы приезжаете на поезде к вокзалу Берна, вам не нужно будет использовать дополнительно общественный транспорт. Первые достопримечательности, которые вы сможете увидеть от вокзала, будут Церковь Святого Духа, башня Käfigturm, площадь Бундесплац, Федеральный дворец, Национальный банк Швейцарии, скульптура Безголовый, часовая башня Цитлагия, фонтан Пожиратель детей и оперный театр. Вообще Берн очень славится своими многочисленными фонтанами, которые вам будут встречаться по пути во время прогулки по главной центральной улице Берна. И что характерно, воду из этих фонтанов можно пить. Старый город Берна с его средневековыми зданиями включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И хоть в Швейцарии официально столицы нет, однако поскольку в Берне находится парламент с правительством и национальным банком, его негласно считают столицей Швейцарии. Символом города является медведь, которого вы сможете увидеть не только на гербе города, но и вживую в так называемой Медвежьей яме, парк, построенный специально для этих животных, но их я покажу чуть позже. Берн относится к одноименному немецкоязычному кантону, и сам по себе город разделен на два уровня – верхний и нижний. Главные достопримечательности расположены на верхнем уровне. Спуститься на нижний уровень можно на лифте или пешком по ступенькам, но это я вам покажу потом во время прогулки и осмотра достопримечательностей. Первая башня, которую вы увидите недалеко от вокзала после того, как пройдете Церковь Святого Духа, будет тюремная башня Käfigturm. Если от нее повернуть направо, вы дойдете до площади Бундесплац, на которой часто проходят различные культурные мероприятия и торжественные события. Также на площади находится знаменитый Федеральный дворец, здание парламента, где заседает правительство. Он расположен на границе двух уровней города. Возле него, кстати, расположен и Национальный банк Швейцарии. Дальше, если продолжить прогулку вперед, то вы дойдете до безголовой скульптуры, после чего, повернув налево, можно будет выйти к знаменитой часовой башне Цитлагия с астрономическими часами, которая была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это самая старинная башня, построенная еще в 13 столетии.
От часовенной башни измеряют расстояние от города. Это своеобразный нулевой километр для Берна. Конструкция башни не просто показывает время, а также день недели, фазу Луны и даже знак зодиака. Если прийти сюда за 5 минут до окончания каждого часа, можно увидеть театрализованное представление, как поет петух и движутся фигуры медведей и других сказочных существ. Недалеко от этой башни расположен фонтан «Пожиратель детей». Фонтан был установлен в 1545 году и считается одним из старейших в городе. Он находится на площади Корнхаус-плац, а если пройти чуть дальше, то вы увидите оперный театр Берна. От этого театра нужно будет вернуться обратно к башне Цитлаге и продолжить свою прогулку вперед вдоль главной улицы Крамгассе, где вы увидите следующие достопримечательности: фонтан Церингабрунен, дом-музей Альберта Эйнштейна, фонтан Сэмпсонбрунен, церковь святых Петра и Павла, ратуша Берна, фонтан Знаменосец или Фенабрунен, фонтан Мозесбрунен, кафедральный Бернский собор и парк Мюнстера-платформ с красивой обзорной площадкой. Фонтан Церингабрунен был построен еще в 1535 году и представляет собой скульптуру медведя в шлеме, за поясом у которого спрятаны 2 меча. Недалеко от фонтана расположен музей Альберта Эйнштейна, который работает каждый день с 10 утра и до 17:00 вечера. В этом доме Альберт Эйнштейн снимал квартиру с 1903 по 1905 год. Цена билета для посещения музея составляет 7 швейцарских франков. Чуть дальше этого музея расположен еще один фонтан Берна – Сэмпсонбрунен. Пройдя его и повернув налево, вы дойдете до красивой церкви святых Петра и Павла, которая была первой католической церковью в Берне, расположенной недалеко от городской ратуши. Напротив ратуши находится также фонтан Знаменосец, представляющий фигуру дворянина. Далее можно дойти до следующего фонтана Мозесбрунен. Это очередной старинный фонтан, где изображена фигура Моисея, который держит в левой руке 10 заповедей, а в правой показывает на заповедь «Не сотвори себе кумира». Возле данного фонтана расположен главный кафедральный собор Берна. Это самый высокий кафедральный собор Швейцарии. Высота башни собора составляет 100 метров. Вход в собор бесплатный, а вот чтобы подняться на башню на смотровую площадку, нужно будет заплатить 5 швейцарских франков. Также возле собора находится парк Мюнстера-платформ, по которому можно прогуляться и с террасы посмотреть на реку Аре и мосты. В данном парке имеется общественный туалет, а также лифт, на котором вы сможете спуститься до нижнего уровня, а потом обратно вернуться на верхний. После прогулки по парку можно вернуться на улицу Крамгассе и продолжить прогулку вперед вдоль нее, которая плавно перейдет в улицу Герештикейтгассе, где вы увидите следующие достопримечательности Берна, а именно фонтан правосудия или юстиции, памятник основателю Берна, герцогу Бертольду Церингену, церковь Найде-Кирхе, мост Найде-Брюке, медвежья яма Беренграбен с парком, смотровая площадка Муристальден, художественный музей Кунстахале, исторический музей Берна, музей естественной истории и музей связи. Фонтан Юстиция, известный также как фонтан правосудия, является одним из знаменитых бернских фонтанов XVI века. Если идти дальше вдоль улицы Герештикейтгассе, то в конце нее вы дойдете до памятника основателю Берна и церкви Найде-Кирхе, а там, перейдя мост Найде-Брюке, вы увидите медвежью яму с живыми медведями.
Берн – это пятый по величине город Швейцарии с видом на Альпы. Он входит в список самых старинных европейских городов. Большая часть зданий и сооружений сохранили уникальную архитектуру средневековья 15-16 столетия. Поэтому, прогуливаясь улочками этого города, может показаться, что вы оказались на каком-то рыцарском турнире тех времен. Также этот город считается вторым в мире по безопасности после Люксембурга и 14-м по качеству жизни. Если говорить в целом о Швейцарии и в чем успех ее такого развития, ведь изначально это была очень бедная страна, где не было выхода к морю и различных полезных ископаемых, а территория была непригодна к крупному земледелию, ведь 60% территории страны состояла из альпийских гор, высота которых была порой почти 4000 метров, что делало ее также не очень удобной. Поэтому, чтобы как-то зарабатывать, страна поставляла своих солдат армиям других стран. И, кстати, швейцарская гвардия считалась одной из лучших армий в мире, и по сей день современные вооруженные силы Ватикана состоят из швейцарского гвардейского корпуса. Однако после поражения в битве с французами и венецианцами, вооруженными артиллерией, швейцарцы отстранились от различных экономических разборок и со временем решили выступить с предложением стать нейтральной страной. Успех страны многие связывают еще и с прямой демократией, где правительство состоит из 7 членов Федерального совета, выбираемых парламентом. Каждые 4 года швейцарцы выбирают депутатов парламента, а президент меняется каждый год и назначается поочередно среди 7 членов Федерального совета. При этом президент не является главой государства или правительства и не имеет каких-то дополнительных полномочий. А все главные вопросы принятия законов и изменения в законодательстве выносятся на всеобщее голосование – референдумы, где последнее слово принадлежит народу, который и является высшей законодательной властью страны. При этом референдумы проводят достаточно часто, каждые 3 месяца. Швейцарцы могут отклонить любой законопроект, утвержденный правительством и парламентом. Помимо референдума, граждане Швейцарии имеют право выдвинуть свои законы или предложить изменения в законе. Кстати, зарплаты депутатов парламента равносильны средней зарплате по стране. Каждый кантон в Швейцарии имеет свою конституцию и свои законы. И, кстати, подарок или благодарность Швейцарии расценивается уже как коррупция, которая имеет последствия. Поэтому здесь не принято дарить конфеты или те же часы, если нет какого-то значимого события или торжества. В Швейцарии практически нет безработицы, каждый занят своим делом. Здесь очень много мелких и средних фирм. Более 70% трудоспособного населения Швейцарии занято в сфере услуг. Своим упорством, трудом и желанием быть лучшими швейцарцы добились многих успехов. Ведь страна славится производством высокого качества товаров, от чего только стоят железные дороги, построенные в горах. Торговля, промышленность и нейтралитет страны – все это в совокупности и привело Швейцарию к успеху и процветанию. Что же касается отдельно Берна, именно здесь был изобретен первый шоколад треугольной формы Таблерон. До сих пор сладкое угощение производят только в Берне. Дойдя до Медвежьей ямы и парка, здесь сначала можно прогуляться по верхней его части, а потом на лифте или по лестнице спуститься на нижний уровень парка. Здесь много скамеек и зон для отдыха, виды открываются потрясающие. Поэтому на этот парк я бы оставила побольше времени, в особенности для любителей красивых фотографий. Кстати, возле Медвежьей ямы Беренграбен расположено здание, внутри которого можно воспользоваться бесплатно общественным туалетом. Его название и расположение я показала на карте. Если говорить о ценах на еду, то, как и в других городах Швейцарии, в Берне также цены достаточно высокие. Обед в кафе обойдется в 20-25 швейцарских франков за одного человека, в Макдональдсе около 15 франков. Поэтому здесь также будут актуальны перекусы в виде булочек или круассана, а также готовая еда в супермаркетах, некоторые из которых представлены на карте. Вы их сможете найти в навигаторе по названию.
После прогулки по парку можно направиться к музеям Берна, которые расположены недалеко друг от друга. Сюда можно и доехать на автобусах М75, М76 и М77, либо на трамваях с номером 6, 7, 8. Сев на эти автобусы или трамваи, нужно будет выйти на остановке Helvetiaplatz, которая и расположена как раз возле музеев Kunsthalle и Исторического музея Берна. Остальные музеи находятся неподалеку от них. Музей Kunsthalle работает в будние дни, кроме понедельника, с 11:00 утра и до 18:00 вечера, а в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Цены на билеты есть на официальном сайте, который показан. Альпийский музей работает каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 17:00. Цена билета для взрослого составляет 18 швейцарских франков, дети от 12 до 16 лет – 6 франков, до 11 лет вход бесплатный. Исторический музей Берна работает также каждый день, кроме понедельника, с 10:00 утра и до 17:00 вечера. Цена билета составляет 16 швейцарских франков. Музей естественной истории работает со вторника по пятницу с 9:00 до 17:00, в понедельник с 14:00 до 17:00, а в субботу и воскресенье с 10 утра и до 17:00 вечера. Цена билета для взрослого составляет 12 швейцарских франков, студентам 10 франков, до 16 лет вход бесплатный. Музей связи работает каждый день, кроме понедельника, с 10:00 и до 17:00. Цена билета для взрослого составляет 15 швейцарских франков, для студента 10 франков. Осмотрев музей, отсюда можно вернуться обратно на главный железнодорожный вокзал Берна. Идти придется минут 25-30. Кто желает воспользоваться общественным транспортом, можно сесть на остановке Helvetiaplatz, которая расположена как раз возле музеев, в трамвай с номером 6 или 8 и доехать до железнодорожной станции Bahnhof. На этом и закончилась наша прогулка по Берну. А в следующем своем выпуске я расскажу, как самостоятельно доехать до Интерлакена на общественном транспорте и какие достопримечательности можно будет увидеть по пути и непосредственно в самом городе. В описании под видео будет ссылка на текстовый документ со всеми официальными сайтами музеев, а также названиями достопримечательностей для бесплатного навигатора Maps.me. Также дополнительно я дам геометки из всех этих достопримечательностей, которые можно будет скачать и потом загрузить себе в телефон в любой навигатор, чтобы самостоятельно не вводить все названия. Инструкцию, как это сделать, я дам в текстовом документе «Инструкция Берна». Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие обзоры с инструкцией к путешествию.